Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего, по мнению карт, для вашего знака зодиака. У нас сегодня колода добра. Изображения и образы, которые подаются с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Ну, если допустить альтернативные варианты возможностей, значит, самих возможностей в реальности уже будет больше. Потому что мы где-то настроены не на шаблон, а на то, что может в любой момент что-то измениться. И я приглашаю вас всех на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Там есть статьи с гороскопами на месяц, есть гороскоп до конца года для всех знаков зодиака, а также статьи по психологии. Давайте будем смотреть, что важно знать для вас, скорпионы. Чего не избежать или неожиданности на неделе? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, первая карта. Энергия денег, как видят карты Таро. Личная жизнь. Что же будет для вас важно? А какой-то этап жизненный можно уже оставить позади. Пусть не в этой колоде, но в любом случае это карта перехода на новый уровень. Мы проделали какую-то работу, и теперь вынуждены уже как будто стать большим экспертом. Или по этой карте мы, допустим, учились. И, значит, учеба, к примеру, заканчивается, и вы теперь уже востребованный специалист. Или добавили просто каких-то знаний. И в конечном итоге, что бы или чем бы мы ни занимались, мы это в конечном итоге переведем в какой-то материальный эффект. Или в получении денег, полученные знания, если, например. Кроме всего прочего, эта карта еще говорит о том, что жизненный экзамен проходим, если мы уже говорим с вами о жизненном этапе. И по этой карте, именно в этой колоде имеется в виду такое значение, как работа в команде. Или когда мы объединяем усилия наши с кем-то, прочный союз идет также, идет учет, у кого-то буквально может проиграться эта карта, когда, допустим, хоть и сейчас отпуск, я надеюсь, что большинство отдыхает, но, может быть, вы на работе как раз из-за себя и из-за тех, кто в отпуске, и вам приходит какая-то директива, что, нет, вот надо отчет переделать, потому что там какая-то форма изменилась, и нам придется вот что-то делать по-новому. У кого-то даже так банально может проиграться этот аркан. Сам по себе как раз перед нами открывает какие-то возможности. По тройке Земли есть всегда у нас такая вероятность, что мы приступаем к чему-то новому, но делаем это лучше, чем профессионалы. И нас могут заметить, или ваш, ну я имею в виду ваш труд, именно ваши действия какие-то. И в последующем это будет означать какой-то прогресс. Вообще, эта карта, если мы уже говорим про фундамент, как будто нет неожиданностей. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот как же нет неожиданностей? Ну, может быть, не для всех. Колесо фортуны. Вообще, это карта приятных неожиданностей. Или того, посмотрите, какая очень красивая. Это карта успеха и каких-то возможностей. И все то, что я сейчас говорила, у кого-то, правда, может проиграться. И старший аркан, мои дорогие скорпионы, даже если нас что-то, вот как тот отчет, о котором я говорила, ну, может что-то поначалу досадовать. Ну, не должны, допустим, этим заниматься. Или не в наш круг обязанностей что-то входит, то нам как раз колесо фортуны в неожиданностях и говорит: это не случайные случайности или счастливые случайности, какие-то совпадения. И сама судьба берет вас как под свое крыло. Поэтому не отказывайтесь от чего-то, мои дорогие скорпионы, на этой неделе. Может быть такая метаморфоза, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Или какая-то
может быть данность, какая-то мелочь может для вас обернуться какой-то удивительной возможностью. Может быть, это ваш собственный инсайт. Вы сами, ну, какая-то проблема, если была, она для вас станет очевидна и перестанет быть какой-то проблемой, какой-то вопрос вы решите. Или, может быть, вы с каким-то человеком вас судьба сведет. Ну, наверное, 1000 вариантов. Колесо фортуны комментировать достаточно сложно. И здесь действительно, как нужно быть в моменте здесь и сейчас. И есть еще такое значение, мы чего-то не можем отложить на потом. Иначе вот эта случайность, она от нас уходит. Поэтому будьте внимательны. Тут что-то для вас в плюс. Чему сейчас не время. Еще один старший аркан – трансформация. Ну, по этой карте мы от чего-то отказываться можем. Но и, видимо, карта к всему тому, что я уже сказала, говорит, ты попробуй. Ты не отрицай что-то, не отталкивай от себя кого-либо, кстати, у кого-то и так может быть, или самого себя не огораживай, как бы не исключай, или из какой-то общности, или из каких-то контактов, не разрывай какие-то связи, не пытайся как-то быстро покончить с прошлым. Да, может быть, настроение такое есть. Вы можете чувствовать, что что-то в моей жизни меняется, и тройка земли где-то к этому подтверждение. Жизненный экзамен. Но это не значит, что мы должны буквально оставить после себя выжженное поле или какие-то руины. Поэтому, ну, где-то, наверное, и дипломатом быть придется, мои дорогие. Что же вам помогает? Еще один старший аркан. Мои дорогие скорпионы, у вас что-то для вас меняется со знаком плюс. Аркан зов. Или в колоде Таро традиционный это страшный суд. Суд совсем не страшный. И в основном второй это описывается как избавление от боли, избавление от страданий. Тоже карта, которая нам говорит, что предыдущий период жизни, ну, как финал в чем-то вы уже подвели. Вы можете это ощущать, но не видеть в какой-то материальной плоскости. Но, значит, какие-то разочарования не от вас уходят. Ваша задача отстроить что-то заново. Но пока сложно с чем-то разобраться. Вот все 3 карты нам говорят об этом. Может быть, поэтому трансформация выпадает, к чему сейчас не время. Не время пока выносить какие-то вердикты. Или говорить самому, пусть даже себе, что нет, это не для меня. Альтернативный вариант, он всегда присутствует в нашей жизни. И бывает ведь так, что мы от чего-то отказались, ну, или в попыхах, или сгоряча. А потом проходит время, и мы думаем, а вот зачем? Вот так не надо было делать, нужно было как-то по-другому. Но мы себя либо не сдержали, либо мы на тот момент думали, что, ну, мы правы, или что-то будет продолжаться именно в том ключе, как мы это себе представляем. Поэтому из области рационального что-то может быть. Так вот в этой колоде карт это карта истинного успеха. Почему я так вот вам все подробно говорю? И посмотрите, действительно, про новый жизненный этап. Сама судьба включается. Не время самому вот тут что-то корректировать, ломать. Тут за вас все как высшие силы делают. В конечном итоге, даже если вы по какому-то вопросу досадуете, то это все равно каким-то образом ведет к вашему успеху. Что скрыто? Паж Земли, небольшая карта, правда? И Паж, иногда это дети или какие-то вопросы, связанные с нашими детьми. Может быть, и тайны какие-то детские, или просто известия о вашем ребенке. Никто от вас ничего не скрывает, мои дорогие скорпионы, нет. Единственное, и я больше к этому склоняюсь, это вам карта где-то говорит. Тебе, вот если мы сказали, что вы проходите как пороговое значение в своей жизни, когда перед вами что-то, ну, как новая стезя какая-то открывается. И Паж Земли добавляет этого значения и говорит, что вам придется, ну, как начать что-то заново. Или в каком-то деле, может быть, в новой должности, в какой-то деятельности добавлять себе знаний. Или это связано с обстановкой, когда меняются какие-то правила, законы, регулировки, и нам нужно, правда, какую-то свою траекторию, ну, продолжать, и мы можем чувствовать себя, как будто я
Ну, так несколько себя чувствую непрофессионалом. Вот такой момент. Или я чувствую себя, ну, как новичком или ребенком. Вот такое ощущение по пажу земли. Явно не хватает каких-то либо знаний, либо каких-то умений. Мои дорогие, вот я смотрю на все эти карты, предположим, для тех, кто работает сейчас. Может сложиться на вашей работе, вашей организации разные как бы ситуации, но ваша ситуация, когда, допустим, какой-то сотрудник внезапно увольняется или какой-то руководитель высшего более ранга уходит тоже по какой-то причине, либо в отпуск, либо совсем уходит. У людей какие-то тоже трансформационные, у нас время сейчас перемен, происходят изменения, и для вас судьба как расчищает путь. И поначалу это может быть для вас неожиданно. Это я к примеру говорю. А ведь эта ситуация может проиграться в любой сфере жизни. Так вот, это может казаться неожиданным. Или я не должен, не должна этим заниматься. А в конечном итоге это для вас будет, вот как по этой карте есть значение, твердое намерение или решение процветать и внимание к деталям. Вот что скрыто для вас, ну как тот паж земли. Он готов исследовать еще новое. И вот вы где-то с этой готовностью, можно больше расценивать эту карту как карта-совет. Давайте мы посмотрим, что же по сферам жизни. Дело, работа, бизнес, пятерка воздуха. Вот тоже нам про баланс. Девочка у нас на пуантах, балансирует на канате. Это непросто. Но с виду ей, кажется, ничего не мешает. И ей это сделать совершенно легко. И вот какое-то дело у вас может быть. Со стороны будет казаться, что да, Скорпиону это сделать вообще пара пустяков. А вам придется балансировать. И может быть где-то, ну, не говорить о том, что я не должен этим заниматься. Опять я к этому возвращаюсь, потому что одна карта добавляет другую. По пятерке воздуха самое главное не устроить пировую победу, ведь эта карта как раз в остальных колодах Таро и есть та победа, которую мы можем настоять на своем. И правда вроде бы как за вами, но вы себе как можете закрыть какой-то путь. Будьте внимательны на этой неделе. Конфликт тут точно вам в плюс не сыграет. И, кстати, эта карта в этой колоде как раз напряженность и показывает. Есть напряженность, правда? Как вот стоять на этих пуантах на канате. Это такое, знаете, как представление. За вами могут наблюдать, мои дорогие. Но карта говорит, первое, будь справедливым сам с собой. И второе, допусти какой-то иррациональный вариант. Тебе не просто так дается эта ситуация. Это как проверка на прочность, но она для тебя откроет новые перспективы. Ну, тут такое иррациональное может быть. И поэтому баланс и дипломатия точно ваши союзники. Что же по денежкам? Королева воды. Это ваша карта, ваша по энергетике. И королева воды раньше изображали как королева-русалка, поэтому деньги есть. Деньги будут. Но какое-то правильное расходование средств. Ведь королева воды – это еще карта у нас. Интуиция – это карта любящего человека. Для кого-то из вас, правда, может так и проиграться, что вы будете помогать своим детям. У кого-то ведь может проиграться, буквально, мои дорогие скорпионы, что это известие и вот какие-то перемены будут связаны с вашими детьми. Может быть, даже подросшими детьми приходит какое-то известие, ваш ребенок, даже взрослый, принял решение для вас совершенно неожиданно, и каким-то образом вы можете ему помогать. Или вы его будете поддерживать. Вы можете с ним даже, кстати, не соглашаться. Тогда не ругайте его. Постарайтесь понять. Потому что хоть и наши дети, но они думают все равно совершенно по-другому. Это личность уже как ни крути. И эта личность, это индивидуальность. Они не должны походить на нас, как две копии мы не можем быть. У них все равно свой какой-то путь, свое видение сегодняшнего дня и завтрашних перспектив. Понятно, что мы хотим их чаще оградить от каких-то сложностей, но существует в пространстве, во Вселенной, существует какой-то свой неписанный закон, когда
свою судьбу или свою дорогу какую-то судьбоносную они должны пройти сами. И даже если мы с этим не соглашаемся, но тут скорее нужно помогать. Вот с учетом всех карт, к вам действительно как будто кто-то может обратиться либо за помощью, либо с каким-то предложением, и вам следует соглашаться, по крайней мере, карты так советуют, по крайней мере, не конфликтовать, не высказывать, что вы не должны этим заниматься или вы не должны в этом участвовать. Тут, скорее всего, вот ваше в чем-то участие, либо это больше доверие к вам, либо это вы как-то свои навыки раскроете, либо перед вами какие-то перспективы. У вас много старших арканов, и все-таки вам помогает карта истинного успеха, 20-й. И тут какой-то успех на пороге. Может быть, он приходит совсем не тем путем, как вы это предполагали. И если мы про королеву воды, это самодоверие в первую очередь. Где-то по этой карте нам говорят о целителе даже, о сострадании, о добрых эмоциях, о карте безопасности и надежной защиты. Для кого-то из вас это будет ситуация, когда вы будете кому-то защитой. Может быть, детям. Может быть, для кого-то проиграется, как на вас, мои дорогие скорпионы, вы сильные люди, даже по работе будет кто-то рассчитывать. Да, это будет та работа или дело, которым вы не должны заниматься. По идее, вот так, если по закону, по всем правилам. Но, может быть, за счет ваших человеческих качеств, за счет вашей силы. Это правда, потому что бывают такие патовые ситуации, когда даже какой-то психоэмоциональный прессинг не каждый человек выдержит, а вы как раз можете. У вас такие планеты, управители, кто, кроме Скорпиона, может одновременно совладать и с Марсом, и с Плутоном, еще и с Ураном в экзальтации. Поэтому вот как будто от вас потребуется какая-то помощь. В личной жизни вот мне нечего добавить. Карта мага. Это ваша карта, я всегда говорю. Для меня Скорпионы это именно вот первый старший аркан. Потому что там, где другие, может быть, негодуют, кто-то жалуется, кто-то там вообще в панике в какой-то. И только у вас, мои дорогие Скорпионы, есть такое качество – засучив рукава, спокойно взяться за дело. Вот что-то подобное на этой неделе. Но для вас это как качественно иной уровень жизни. Какие-то потом происходят, может быть, обстоятельства, когда вы себя поблагодарите, что на этой неделе либо кому-то помогли, либо в чем-то вы проучаствовали. Вот для вас как раз это и будет истинный успех. Конечно, у каждого как-то по-своему, нет общего знаменателя, но согласитесь, удивительные карты для вас выпали на эту неделю. Про личную жизнь, ну, наверное, тут у каждого по-своему, с учетом еще тем более старших арканов в таком количестве. У кого-то это может быть решение каких-то прежних вопросов по части семьи или по части пары. А для тех, кто один или одна, вы знаете, тут ведь может быть и знакомство. Все же колесо фортуны и карта мага. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.